Сегодня приготовим сразу два рецепта из творога. Первым рецептом будет творожная запеканка, которая буквально тает во рту и при этом готовится совсем не сложно. Если вы любите быстрые рецепты к чаю, точно останетесь довольны. Сразу включаю духовку на 180 градусов, пусть она успеет прогреться. Смазываю форму сливочным маслом. Немного присыпаю манкой, это помогает запеканке не прилипнуть. Можно просто застелить форму пергаментом. Кстати, иногда я беру силиконовую форму, тоже удобно, ничего не перелипает и после готовки легко мыть. Берем творог, у меня 9% жирности, плотный. К творогу добавляю 3 яйца, щепотку соли и для баланса вкуса сахар, ванильный сахар и манку. Если есть блендер, смешиваем до однородности. Масса получается нежная и легкая. Если блендера нет, просто хорошо разомните все руками. Тоже получится, только текстура будет не такая однородная. Еще добавляем сметану. Она придает запеканке мягкость и легкую кремовую нотку. А теперь маленький секрет – изюм. Я его промыла, просушила и прямо так добавила в творожную массу. Вы можете взять и курагу, чернослив, цукаты, будет тоже очень вкусно. Список продуктов для этого рецепта я оставила в описании под видео. Обязательно загляните туда перед готовкой. Спасибо вам за лайк после просмотра, мне очень приятно. Перекладываем творожную массу в подготовленную форму, разравниваем лопаткой, чтобы поверхность была ровной. Ставим в духовку на 180 градусов примерно на 40 минут. Учитывайте особенности вашей духовки. И еще, чем меньше форма, тем выше получится запеканка. Проверяйте края, они должны подрумяниться, а середина при легком нажатии пальцем будет плотной. Когда достаем из духовки, она уже выглядит очень аппетитной. Румяная, красивая, с чуть золотистой корочкой. Можно есть сразу, но я остужу ее, чтобы показать вам разрез. Смотрите, какая красивая. Изюм остался целеньким, а сама запеканка сохраняет форму, не разваливается. Сахара здесь больше, чем достаточно, но я все же добавляю сахарной пудры и ягодного джема. Иногда добавляю корицу в такую творожную запеканку. Вкус становится еще интереснее. Кстати, если хотите разнообразить вкус, попробуйте добавить цедру апельсина или немного кокосовой стружки. Можно поэкспериментировать. Следом приготовим яблочный пирог. Он получается нежным, чуть влажным внутри и буквально тает во рту. Подойдет и на завтрак, и просто к чаю. Начинаю с яиц, беру 3, иногда 4, в зависимости от размера. Разбиваю их в миску. Список всех продуктов для этого рецепта, как всегда, оставлю в описании под этим видео. Добавляю сахар, щепотку соли и немного ванильного сахара. Все взбиваю миксером 3-5 минут до легкой пены. Следом идет сливочное масло. Я достаю его заранее, чтобы размягчилось. Далее творог. У меня зернистый, специально не перетираю. Так в пироге попадаются маленькие творожные крупинки. Если вам больше нравится однородная масса, просто протрите через сито или взбейте блендером. Взбиваю все миксером недолго, пару минут, только чтобы соединились ингредиенты. Теперь мука. Просеиваю ее, добавляю разрыхлитель и аккуратно вмешиваю сначала миксером на маленьких оборотах, потом уже лопаткой. Если покажется жидковатым, всыпайте еще немного муки. Включаю духовку 180 градусов, режим вверх-вниз, пусть хорошо прогреется. Переходим к яблокам. Беру яблоки, очищаю от кожуры. Сердцевину удаляю, нарезаю тонкими дольками. Мне нравится, когда яблок много. У меня форма без дна. Застилаю фольгой, сверху кладу пергамент. Очень удобно. Потом пирог легко достать и ничего не прилипает. Если используете обычную форму, просто смажьте ее сливочным маслом. Пергамент у меня с силиконовым покрытием, поэтому не смазываю ничем. Выкладываю в форму яблоки.
Для вкуса и яркости добавляю горсть свежей малины. Она дает легкую кислинку и красивый цвет. Можно взять ягоды из морозилки или даже кусочки ананаса, если хочется чего-то необычного. Ставлю пирог в духовку. Температура 180 градусов, режим вверх-вниз. Время примерно 45-50 минут. Проверяю готовность деревянной шпажкой. Если выходит сухая, значит пирог пропекся. Когда время вышло, достаю пирог и даю ему немного остыть. Потом присыпаю сахарной пудрой. На вкус он мягкий, чуть влажный, с легкой кислинкой малины. Очень вкусный пирог с творогом. Если хотите контраста, выбирайте яблоки с легкой кислинкой. Антоновка, Семеренко, Гала. Также они держат форму и не превращаются в пюре. Спасибо, что смотрите и поддерживаете канал. Не забудьте подписаться, поставить лайк и включить колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Делитесь этим рецептом с друзьями. Пусть и они порадуют родных чем-то вкусным и простым. Жду ваши комментарии. Расскажите, какие яблочные пироги вы любите. В конце видео я добавлю еще пару проверенных рецептов. Приятного аппетита и до встречи в следующих видео.